1927 году археологи вскрыли полностью запечатанную каменную камеру. Внутри находился объект, который не должен был существовать. Они искали остатки древнего караванного пути, нашли нечто другое. Под слоем песка находилась небольшая каменная камера, настолько маленькая, что внутри мог поместиться только один человек. На первый взгляд она выглядела совершенно обычной, но было одно странное обстоятельство. У камеры не было входа, никакого. Ни двери, ни прохода, ни следов того, что ее когда-либо вскрывали. Она представляла собой полностью запечатанный каменный куб. Археологи решили разобрать одну из стен. То, что находилось внутри, поставило их в тупик. В центре камеры стоял каменный столб высотой около метра. На его поверхности были вырезаны сотни символов. Они не принадлежали ни одному известному алфавиту, не были похожи на шумерскую клинопись, не совпадали с египетскими иероглифами. Но самое странное обнаружилось позже. Когда исследователи начали копировать символы для дальнейшего изучения, они заметили закономерность. Некоторые знаки повторялись через строго одинаковые интервалы. Сначала это казалось случайностью. Затем один из математиков экспедиции решил проверить расстояние между ними и выяснил, что расположение символов соответствует не языковой структуре, а карте, точнее, набору координат, координатам объектов на небе. В течение нескольких месяцев исследователи пытались понять, что именно показывает эта схема. Большинство звезд не совпадало ни с одним известным созвездием. Некоторые координаты вообще указывали на пустые участки космоса. Тогда они решили проверить другую возможность. Что если карта показывает небо не сегодняшнего дня, а небо прошлого, очень далекого прошлого? Результат оказался настолько неожиданным, что отчет экспедиции был переписан 3 раза перед публикацией. 4 года расчетов привели исследователей к выводу, которого никто не ожидал. К этому моменту к исследованию уже подключились астрономы из нескольких европейских университетов. Они ожидали обнаружить древнюю карту звездного неба, но расчеты привели их к совершенно другой версии. Символы на столбе не обозначали звезды, они обозначали моменты времени. Каждая группа знаков соответствовала определенной конфигурации небесных объектов, словно кто-то пытался отметить даты, когда происходило нечто важное. На столбе было 27 отметок, 27 отдельных циклов, разделенных почти одинаковыми промежутками. Когда ученые сопоставили их с астрономическими моделями, выяснилась странная закономерность. Все даты были разделены почти одинаковыми интервалами, примерно 1500 лет, плюс-минус несколько десятилетий. Слишком точно для совпадения, слишком регулярно для природного процесса. Именно тогда исследователи заметили еще одну деталь. Возле каждой отметки находился отдельный символ, небольшой знак, похожий на глаз внутри круга. Этот знак присутствовал рядом со всеми отметками, со всеми 26, кроме одной, последней, самой новой. Там вместо глаза был изображен человек, одинокая фигура с поднятой рукой. Именно эта деталь заставила некоторых ученых предположить, что столб являлся не календарем и не картой, а предупреждением. В одном из черновиков отчета сохранилась запись руководителя исследования. Она никогда не публиковалась официально. Запись состояла всего из одной строки. Создатели этого объекта не отмечали прошлое, они отслеживали возвращение. Возвращение чего именно, никто не знал. По крайней мере, до тех пор, пока не была обнаружена вторая камера. Она находилась почти в 3 километрах от первой, под нетронутым слоем породы, возраст которого исчислялся тысячелетиями. Внутри не оказалось ни статуй, ни украшений, ни останков. Только один предмет – каменная плита. На ее поверхности находился текст. Первый текст, который удалось частично расшифровать. И именно там впервые появилось слово, которое позже вызовет десятилетия споров среди историков. Слово
переводилось всего одним значением – наблюдатели. Не боги, не правители, не предки, наблюдатели. Существа, которые, согласно тексту, появлялись через равные промежутки времени и проверяли состояние человечества. Но дальше следовала еще более странная фраза. Они не приходят, чтобы учить, они приходят, чтобы измерять. Что именно измерять, текст не объяснял. Однако следующая строка заставила исследователей забыть обо всем остальном, потому что она содержала число, и это число совпадало с современным населением Земли с точностью, которую невозможно объяснить для документа, якобы созданного 1000 лет назад. Число было высечено отдельно от основного текста. Оно находилось внутри прямоугольной рамки, словно автор хотел подчеркнуть его особую важность. Проблема заключалась в том, что сами цифры не принадлежали ни одной известной системе счисления древнего мира. Чтобы понять их значение, исследователям потребовались годы. Когда расчеты были завершены, число оказалось близким к 8 миллиардам, с погрешностью менее 3%. Для сравнения, во времена предполагаемого создания плиты население всей Земли составляло лишь небольшую долю этого значения. Так откуда взялась эта цифра? Версий было множество. Ошибка перевода, совпадение, поздняя подделка. Но ни одна из них не выдерживала проверки. Возраст камня подтверждался несколькими независимыми анализами. Следов современного вмешательства обнаружено не было. И тогда внимание исследователей переключилось на последнюю часть надписи. Именно там находилось описание того, что авторы называли «подсчетом». Согласно переводу, каждые несколько тысячелетий происходило событие, во время которого наблюдатели возвращались и оценивали развитие цивилизации. Но они не интересовались технологиями, не интересовались богатством, не интересовались войнами. Текст прямо утверждал обратное. Им безразличны города из камня, им безразличны машины, им безразличны царства. Они измеряют только направление. Это слово повторялось снова и снова. Направление. Направление чего? Историки не могли понять. Но затем была расшифрована следующая строка. Именно она превратила археологическую загадку в одну из самых спорных находок XX века. Строка звучала так: «Каждый народ получает выбор, каждая эпоха получает выбор, каждая цивилизация получает выбор, и по выбору определяется ее путь». На этом месте текст неожиданно обрывался, словно часть плиты была утрачена еще в древности. Однако спустя несколько месяцев исследователи обнаружили на обратной стороне едва заметные следы другой надписи. Она была почти стерта, настолько сильно, что для ее изучения пришлось использовать специальное освещение. Большая часть текста оказалась нечитаемой, кроме одного фрагмента. Всего нескольких слов, но именно эти слова позже станут причиной того, что находку назовут одним из самых тревожных археологических открытий своего времени. Фрагмент гласил: «Когда направление будет выбрано окончательно, наблюдение закончится». Что должно было произойти после окончания наблюдения? Ответа не было. Но под этой фразой находился последний символ. Тот самый знак, который отсутствовал возле последней даты на каменном столбе. Фигура человека с поднятой рукой. Только теперь рядом с ней появилась еще одна деталь. Небольшая точка над головой, похожая на звезду. И подпись из 2 слов: «Последний свидетель». История не закончилась на артефакте. Один из исследователей решил сравнить символ последнего свидетеля с другими древними текстами Ближнего Востока
и нашел его. Тот же символ встречался снова и снова на объектах, разделенных тысячами километров, на территориях, которые никогда не поддерживали прямых контактов друг с другом. Символ находили в Негеве, Анатолии и Иране, на объектах, не связанных между собой. Во всех случаях повторялась одна идея – наблюдение и подсчет. В 1934 году астроном проверил эти числа как координаты. Числа указывали на участок неба. Они указывали на темный участок неба, почти лишенный видимых звезд. На первый взгляд это казалось бессмысленным. Зачем создавать памятник ради пустоты? Ответ появился спустя десятилетия. Современные наблюдения показали, этот участок неба не пустой. Другими словами, древние создатели плиты каким-то образом выделили участок космоса, который невозможно было изучить средствами своего времени. Совпадение? Многие так считали, до тех пор, пока не был переведен следующий фрагмент текста. Этот фрагмент долго оставался непонятным из-за повреждений, но когда его реконструировали, ученые получили фразу, которую никто не ожидал увидеть в древнем документе. Они приходят не от звезд, а из пространства между ними. И именно после этого открытия исследователи впервые начали задавать вопрос, который раньше казался абсурдным. Что если вся плита была не исторической записью? Что если она была инструкцией, предупреждением, оставленным для будущего поколения? Потому что последние строки документа были адресованы не людям прошлого, они были адресованы тем, кто должен был жить в далеком будущем, тем, кто увидит возвращение наблюдателей собственными глазами. И именно там впервые появляется дата, которая до сих пор остается предметом ожесточенных споров, потому что некоторые исследователи уверены, отсчет до нее уже начался. Дата была записана привычным образом, не было ни года, ни месяца, ни дня. Вместо этого авторы использовали астрономическое событие. Событие настолько редкое, что его невозможно было перепутать с чем-либо другим. В тексте говорилось: когда Великий Круг завершит свое движение и небесный указатель вернется к началу пути, начнется последний подсчет. Долгое время никто не понимал, о чем идет речь. Но в середине 20 века некоторые астрономы предложили неожиданную интерпретацию. Они предположили, что текст описывает прецессию земной оси, медленное движение планеты, из-за которого положение звезд на небе постепенно меняется. Полный цикл занимает около 26 тысяч лет, почти столько же, сколько разделяло большинство дат, найденных на каменном столбе. Именно тогда исследователи впервые заметили закономерность. Каждая отметка на столбе совпадала с периодом крупных исторических перемен. Появление первых городов, исчезновение древних культур, резкие изменения в религиях, неожиданные технологические скачки. Будто кто-то отмечал моменты, когда человечество меняло направление своего развития. Но еще более тревожным оказалось другое. Последняя отметка. Она находилась не в прошлом, она находилась впереди. Повреждения не позволяли определить точную дату, однако расчеты показывали, что событие должно произойти в ближайшие столетия. По меркам археологии, практически завтра. Именно после этого открытия проект начал привлекать внимание людей, которые раньше не интересовались древней историей. К работе подключились математики, физики, специалисты по теории систем. Некоторые из них пришли к выводу, что текст может описывать не возвращение существ, а процесс неких закономерностей, которые периодически возникают в человеческих обществах. Но была одна деталь, которую не удавалось объяснить ни одной теорией. Последний символ, последний свидетель. Он появлялся не только на плите, он встречался почти в каждом связанном артефакте. Всегда одинаковый. Человек, поднятая рука, точка над головой и короткая подпись. Сначала исследователи считали его мифологическим персонажем, позже жрецом, затем правителем. Но ни одна версия не объясняла, почему этот символ всегда появлялся рядом с финальным этапом цикла.
Тогда один из переводчиков предложил другую идею, гораздо более странную. Он предположил, что последний свидетель — это не конкретный человек, это роль, место, функция. Кто-то должен наблюдать завершение цикла, кто-то должен зафиксировать результат, кто-то должен увидеть то, что произойдет после окончания подсчета. И если эта интерпретация верна, то самый тревожный фрагмент текста находится не в начале и не в середине документа. Он находится в самом конце. В части, которую долгое время считали слишком поврежденной для перевода. После цифровой реконструкции удалось восстановить лишь несколько строф, но их оказалось достаточно. Текст говорил: «Когда число будет завершено, они не станут судить. Когда число будет завершено, они не станут говорить. Когда число будет завершено, они просто увидят». А затем следовала последняя строка, самая короткая во всем документе, всего 4 слова. «Мы все еще считаем». Если перевод верен, то авторы послания не говорили о событии, которое уже произошло. Они говорили о процессе, который продолжается прямо сейчас. О процессе, частью которого каждый человек, живущий сегодня. И тогда возникает вопрос: если подсчет еще не завершен, то что именно считается? Именно этот вопрос десятилетиями не давал покоя исследователям. Что считается? Население, поступки, технологии, войны? Ни одна из этих версий не совпадала с текстом, потому что каждый раз, когда авторы документа упоминали подсчет, рядом появлялось одно и то же слово, которое долго не удавалось перевести. Оно встречалось 23 раза и всегда в одинаковом контексте. В конце концов, лингвисты пришли к выводу, что ближайший современный аналог является термином «намерение». Не действие, не результат, не достижение. Намерение. Причина, по которой совершается выбор. Это открытие полностью изменило понимание текста. Если перевод был верен, то наблюдателей интересовало не то, что делает цивилизация. Их интересовало, почему она это делает. Две культуры могли построить одинаковые города, создать одинаковые технологии, вести одинаковые войны. Но для авторов «Плиты» они оставались совершенно разными, если руководствовались разными намерениями. Именно тогда исследователи вернулись к странной фразе «они измеряют только направление». Возможно, речь шла вовсе не о развитии технологий. Их интересовал не прогресс цивилизации, а ее направление. О том, куда в конечном итоге движется цивилизация. Но затем был обнаружен еще один фрагмент. Он находился на внутренней стороне обломка, который десятилетиями считался не связанным с основным текстом. Когда его сопоставили с плитой, оказалось, что он идеально подходит к отсутствующему участку. И именно там содержалось то, что многие считают самым тревожным сообщением всего комплекса. Фрагмент начинался словами: «Каждая эпоха думает, что отличается от предыдущей». Далее следовало перечисление. Государства, империи, религии, языки, границы, законы. Авторы утверждали, что все это меняется от цикла к циклу, но существует нечто, что остается неизменным, нечто, что повторяется снова и снова. Именно это и подвергается измерению. Следующая строка была почти уничтожена временем, однако реконструкция позволила восстановить большую ее часть. Текст говорил: меняются лица, имена и государства, но выбор остается тем же. После этих слов на плите вновь появляется символ последнего свидетеля. На этот раз он изображен иначе. Фигура стоит на возвышении, под ней расположены сотни маленьких человеческих силуэтов, а над ней находится тот самый знак, который исследователи называют небесным маркером. Именно здесь авторы делают последнее предупреждение. Не пророчество, не предсказание, предупреждение. Они пишут: когда большинство перестанет замечать направление, подсчет приблизится к завершению. После этого текст внезапно обрывается. Без объяснений, без выводов, без описания того, что произойдет дальше. Словно автор намеренно остановился на середине мысли или не успел закончить запись. Но под последней строкой находится еще один знак.
очень маленький, почти незаметный. Его обнаружили только после многократного увеличения изображений. Этот символ не похож ни на один другой в комплексе. Он состоит из двух элементов – круга и открытой двери. Рядом нет никаких пояснений, никакого перевода, никаких комментариев. Только одна короткая отметка, добавленная другой рукой спустя много лет после создания оригинального текста. Всего 3 слова. «Время еще есть». Именно поэтому некоторые исследователи считают, что древний документ был создан не для того, чтобы рассказать о прошлом, и не для того, чтобы предсказать будущее, а для того, чтобы проверить одну простую вещь. Заметит ли кто-нибудь предупреждение до того, как подсчет закончится? Сегодня каменная плита хранится в архиве. Большинство людей никогда о ней не слышало. Для официальной науки это лишь один из 1000 древних артефактов с неопределенным значением. Никаких доказательств существования наблюдателей не найдено. Никаких доказательств циклических проверок человечества не существует. Возможно, все это лишь совпадение. Возможно, древние авторы пытались объяснить мир через мифы и символы. Но есть одна вещь, которую невозможно игнорировать. На протяжении всей истории человечества менялись империи, появлялись и исчезали цивилизации, рушились религии, менялись карты мира. Однако вопросы оставались прежними. Что движет людьми? Почему одни общества процветают, а другие исчезают? И существует ли направление, в котором движется все человечество? Авторы плиты считали, что ответ существует. Они верили, что однажды наступит момент, когда выбор будет сделан окончательно, и тогда наблюдение закончится. Возможно, они ошибались. Возможно, были правы, мы не знаем. Но именно поэтому эта история продолжает жить спустя 1000 лет. Потому что ее главный вопрос касается не древних руин, не загадочных символов и не исчезнувших цивилизаций. Он касается нас. Если кто-то действительно ведет подсчет, то что именно он видит, глядя на человечество сегодня? И каким будет итоговое число, когда счет однажды завершится? Пока ответа нет. Есть только предупреждение, оставленное неизвестным автором на краю каменной плиты. Предупреждение, пережившее века. Время еще есть. Возможно, именно поэтому это послание сохранилось до наших дней, чтобы его прочитали не люди прошлого, а люди, живущие сейчас. Напишите в комментариях, что же это было на самом деле. Если вам интересно продолжение, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.